от пациента. Проблемы начались 2-3 месяца назад. Тянущие боли в правой ноге, иногда до пятки, 2-3 балла. Чувство щекотания кожи задней поверхности мошонки. Боль в зоне перехода ягодицы в заднюю поверхность бедра справа, особенно при сидении. Иногда чувство покалывания и боль в боковой поверхности правой ягодицы. Иногда при движениях боль в крестце справа. Дополнительный вопрос к доктору. Подскажите, пожалуйста, стандартная ли это практика делать МРТ таза только в 2 проекциях, без сагитального, при таких симптомах? Позволяют ли 2 проекции полноценно оценить структуры таза при таких симптомах? Консультативное заключение по МРТ пациента 36 лет. Дата исследования – 25 марта 2021 года. При МРТ малого таза в аксиальной и корональной проекциях получено изображение структур малого таза по Т1 и Т2ВИ. Мочевой пузырь умеренно наполнен, содержимое соответствует жидкости, стенка не утолщена, в просвете пузыря патологические образования не выявлены. Предстательная железа не увеличена. Структура железы неоднородная, в структуре железы определяются точечные очаги потери сигнала, соответствующие микрокистам. Оценка по шкале Пайрац для Т2 и градация 1. Железа симметрична. Семенные пузырьки дифференцируются отчетливо, кистозно изменены. Парапростатическая, паравезикальная и параректальная клетчатка не изменена. Увеличенные лимфатические узлы и свободная жидкость в полости малого таза не выявлены. Деструктивные изменения в видимых костях таза не определяются. Справа в области грушевидной мышцы вдоль запирательного отверстия прослеживается зона отека. Таким образом, градация предстательной железы Пайрац в 2-1, то есть опухоли не найдена. Хронический простатит, радикулит седалищного нерва, вероятно, вследствие синдрома грушевидной мышцы. Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Холин А.В. Комментарий врача-рентгенолога. Судя по всему, исследование и не было нацелено на малый таз, а на тазовое дно. Тогда понятно, почему не делали сагитальные срезы и не описали органы малого таза.